Приготовьтесь, потому что сегодня вы узнаете правду об объекте, который взбудоражил умы ученых и поставил под сомнение саму суть нашего понимания Вселенной. Оумуамуа — это загадочное межзвездное тело, о котором одни говорят как о куске древнего астероида, в то время как другие шепчут о его возможном внеземном происхождении. Что, если оно несет в себе зашифрованное послание от далеких галактик или скрывает секреты, способные изменить наш взгляд на космос? Мы разгадаем все тайны и узнаем, является ли этот загадочный визитер угрозой для Земли, или же он — ключ к новому этапу в нашем познании Вселенной. Это истории, от которых мурашки бегут по коже. 19 октября 2017 года канадский астроном Роберт Уэрик обнаружил в Солнечной системе необычный объект, который двигался с невероятной скоростью. Это было первое явление подобного рода. Открытие произошло в обсерватории на Гавайях. Объект получил название Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает «посланник, прилетевший первым издалека». Хотя это имя может показаться не слишком оригинальным, оно все же отражает суть явления. Ученые определили объект как комету и начали наблюдать за ним. Однако вскоре выяснилось, что он не соответствует типичному образу кометы. У него не было хвоста. Без хвоста и кометной камы посланник не вписывался в привычные представления о кометах. Поэтому для посланника был придуман новый класс небесных тел – гиперболический астероид. Когда ученые присмотрелись к его форме, стало ясно, что он похож на сигару. И это еще не все. Оказалось, что этот загадочный объект вращается. Полный оборот вокруг своей оси он совершает почти за 8 часов. Спектральный анализ помог нам выяснить, что объект обладает красным окрасом и неровной поверхностью. Его отражающая способность непостоянна. Иногда он становится темнее, а иногда в 10 раз светлее. Мы еще не сталкивались с астероидами, которые бы обладали такими характеристиками. Обычно они имеют круглую или овальную форму, но никогда не напоминают по форме бревно. Они не мерцают, как лампочки, и не крутятся туда-сюда, словно непоседливые школьники на уроке. Что же это за загадочный астероид, напоминающий космический корабль? Все это очень странно и непонятно. Затем произошло нечто еще более удивительное. Он смог изменить свою скорость. Когда Оумуамуа был впервые обнаружен, его скорость уже была немаленькой. Приближаясь к Солнцу, он замедлился, а затем стремительно улетел от Солнца. Его траектория полета также весьма необычна. Оумуамуа двигался по изогнутой, незамкнутой гиперболической орбите, которую ученые называют рогаткой. Расчеты показали, что он не собирается возвращаться к нам, как это делают другие космические объекты, например, кометы, и даже плоскости орбит известных нам космических тел отличаются от траектории этого пришельца. На начальном этапе наблюдений ученые рассматривали Оумуамуа как сигарообразный объект, покрытый темными веществами, возможно, черной органикой или окислами железа. Однако вскоре после начала наблюдений произошло нечто неожиданное. Скорость объекта увеличилась, он изменил траекторию и начал удаляться от Солнца. Астрономы предложили две возможные причины этого явления. Первая версия связана с дегазацией, характерной для комет. Когда Оумуамуа приблизился к Солнцу, темный налет на его поверхности мог сгореть или растаять, обнажив слой льда. Это привело к образованию реактивной тяги, которая ускорила движение объекта. Вторая версия предполагает, что электромагнитные свойства Оумуамуа позволили ему ускориться, как если бы он был солнечным парусом. Объект поймал солнечный ветер, который начал сдувать его в сторону от Солнца. Поскольку солнечный ветер равномерен, этот эффект постепенно должен сойти на нет, и объект может немного замедлиться. Изначально предполагалось, что посланник прибыл со стороны звезды Вега из созвездия Лира. Однако спустя год исследователи из астрономических институтов Токио, Гавайев и Европы определили еще 4 возможных источника его происхождения. Среди них 2 звезды в созвездии Кита, одна в созвездии Дева и еще одна в созвездии Единорога. Путь Оумуамуа до нашей Солнечной системы мог занять от 1 до 4 миллионов лет, а расстояние, которое ему пришлось преодолеть, варьируется от 66 до 135 световых лет, в зависимости от исходной точки путешествия. В научном сообществе разгорелись дискуссии по поводу загадочного объекта, который привлек внимание ученых. Конечно, не обошлось без предположений о том, что это космический корабль пришельцев или исследовательский зонд инопланетного происхождения. Эту версию выдвинул профессор астрономии из Гарварда Абрахам Леб, автор многих научных трудов. Его поддержал Шон Киркпатрик, глава департамента Пентагона по неопознанным воздушным объектам. По их мнению, Оумуамуа — это космический корабль с ионным двигателем и солнечным парусом.
образом, возможно, неисправный или заброшенный. Астроном из Университета Пенсильвании, доктор Джейсон Райт, также поддержал эту теорию. Он предположил, что пришелец может быть потерявшим управление кораблем или исследовательским зондом, и это объясняет его вращение сразу в 3 плоскостях. Наблюдая за траекторией движения Оумуамуа, можно в это поверить. Он промчался мимо Солнца на расстоянии меньшим на 17%, чем орбита Меркурия, пролетел рядом с Землей, успешно проскочил через пояс астероидов и гравитацию Юпитера, а сейчас находится уже в области Плутона. Получается, он не только способен контролировать свою скорость, но и умело маневрировать, или это просто удачное стечение обстоятельств? Путь, по которому движется Оумуамуа, пролегает достаточно близко к Солнцу для того, чтобы совершить гравитационный маневр рядом со звездой. Поверхность Оумуамуа обладает очень высокой отражающей способностью. Если бы мы строили космический корабль для гравитационного маневра у Солнца, он имел бы похожий коэффициент отражения. Спектры, полученные с освещенной и затененной сторон Оумуамуа, заметно различаются. Это выглядит так, будто разные стороны объекта покрыты разными материалами. Не удалось найти никаких признаков кометного хвоста или комы, которые есть у комет Солнечной системы. Объект не проявил к нам никакого интереса. Можно с уверенностью сказать, что космический корабль другой цивилизации заметил бы радиосветимость 3-й от Солнца планеты. Впрочем, даже если бы Voyager 1 случайно уловил сигнал одного из спутников Урана или Нептуна, он все равно не смог бы изменить траекторию полета. Слишком велико время путешествия до ближайшей звезды — сотни тысяч лет. Но, возможно, аппарат беспилотный. Оумуамуа пока не испускает никаких сигналов. По крайней мере, мы их не обнаружили. Негравитационное ускорение Оумуамуа обратно пропорционально квадрату расстояния от него до Солнца. Такое ускорение можно объяснить дегазацией в случае кометной природы тела. Некоторые ученые, придерживающиеся более традиционных взглядов, предполагают, что посланник появился естественным путем. Согласно гипотезе астрофизика из Аризонского университета Стивена Дэша и Алана Джексона из Школы изучения Земли и космоса, Оумуамуа — это осколок планеты наподобие Плутона, который был выброшен в межзвездное пространство после разрушения родной планеты в результате планетарной катастрофы. И вот уже миллионы лет этот скиталец бороздит просторы космоса. Эту версию также рассмотрели китайские ученые и специалисты из Института Беркли. Исследователи пришли к выводу, что всему виной молекулярный водород. Когда он переходит из твердого состояния в газообразное, его испарение невидимо, а пришелец при этом может разгоняться до плюс 50% скорости. Ученые-астрономы едины во мнении, произошедшее из ряда вон выходящее событие. Каких бы гипотез ни придерживались специалисты, они сходятся в одном. Обнаруженный объект Оумуамуа представляет собой нечто экстраординарное. С момента обнаружения небесного тела исследователи ломают голову над тем, как его догнать и изучить. До недавнего времени отправка зонда для совершения гравитационного маневра вокруг Солнца была единственным реальным вариантом. Гравитационный маневр позволил бы зонду использовать притяжение Солнца для разгона и изменения траектории. Однако реализация этого плана требует создания тяжелого и дорогостоящего теплозащитного экрана, который бы позволил зонду подлететь к Солнцу достаточно близко. Недавно появился новый подход к исследованию космоса — использовать не Солнце, а Юпитер для запуска космического аппарата. Хотя гравитация Юпитера значительно меньше солнечной, этот метод все же имеет свои преимущества. В 2028 году планируется запуск космического зонда, который будет вращаться вокруг Земли и Венеры в течение нескольких лет. Затем он направится к Юпитеру, где совершит гравитационный маневр. Это позволит зонду достичь цели через 20 лет. Он сможет догнать межзвездный объект под названием Оумуамуа. Встреча с объектом может произойти либо в 2050 году, либо в 2054, в зависимости от скорости зонда. Еще через 2 года зонд отправит на Землю фотографию этого загадочного объекта. Проект получил название «Лира». Теперь НАСА должно одобрить его в ближайшее время, поскольку на подготовку к старту есть всего 6 лет. В 2028 году будет так называемое стартовое окно. Планеты будут расположены наиболее удобно для запуска. Если зонд не отправить в это время, то, скорее всего, его не отправят никогда, и загадка останется неразгаданной. В
мире информации, где новости путешествуют со скоростью света, иногда происходят казусы. Недавно в СМИ появилась информация об открытии нового космического объекта, который то кометой называют, то астероидом. И это при том, что речь идет об одном и том же небесном теле. На самом деле этот объект не что иное, как уже известный нам Оумуамуа, а сейчас он покидает Солнечную систему. Некоторые издания пытаются нагнетать обстановку, утверждая, что Оумуамуа якобы представляет опасность для Солнца. Но это просто невозможно. Любой астероид, попавший на Солнце, будет поглощен им без вреда для светила и для нас. Космический объект Оумуамуа движется с невероятной скоростью, недостижимой для современных космических аппаратов. Но инициатива по межзвездным исследованиям не теряет надежды отправить к нему зонд. Один из рассматриваемых планов – использовать гравитационный маневр у Юпитера и затем пролет мимо Солнца на расстоянии 3 его радиусов, чтобы воспользоваться эффектом Оберта. Это позволит разогнать зонд до нужной скорости. Также изучаются возможности использования солнечного, лазерного электрического и лазерного парусного двигателя. Основная задача – достичь астероида как можно быстрее и при этом собрать полезную научную информацию. Если зонд будет двигаться слишком быстро, он просто пролетит мимо цели, не успев выйти на орбиту или приземлиться. Невозможно дать однозначный ответ. Дело в том, что на просторах Вселенной Солнечная система может столкнуться даже со звездой. Такие события хоть и происходят нечасто, но все же случаются. Очевидно, что встреча со звездой гораздо опаснее, поскольку она может без непосредственного контакта с планетами дестабилизировать орбиты своим воздействием. Однако наша система существует уже довольно долго, и если подобные события и происходили, то они не оказали серьезного влияния на ее стабильность. Что касается планет, их масса значительно меньше. Поэтому пролет объекта мимо Солнечной системы во внешних областях не представляет опасности. Конечно, возникнут возмущения, которые мы могли бы измерить, если бы это происходило сейчас. Но говорить о конце света явно преждевременно. С 2017 года Бергнер и ее коллеги обнаружили в Солнечной системе еще 6 похожих объектов. У них нет видимой камы, но есть негравитационные ускорения. Эти объекты назвали темными кометами. В 2031 году японская миссия Хаябуса-2, которая недавно собрала образцы с астероида Рюгу, должна достичь одного из этих объектов. До недавнего времени этот объект также считали астероидом, но в декабре 2022 года его переквалифицировали в комету. Бергнер и Селигман считают, что все ледяные тела, которые подвергаются воздействию межзвездных космических лучей, должны выглядеть одинаково. Однако объект 21 Борисов, который прилетел к нам из межзвездного пространства и был обнаружен в 2019 году российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым, имеет гигантский газово-пылевой хвост и больше похож на типичную комету Солнечной системы, чем на Оумуамуа. У ученых-астрономов было совсем немного времени, чтобы изучить загадочный объект под названием Оумуамуа, до того, как он скрылся из поля зрения телескопов. Прошло уже более 5 лет, но однозначного объяснения тому, что они успели увидеть, так и не появилось. Мечтаете удивлять людей в стиле Оумуамуа? Тогда добро пожаловать в нашу команду. Мы создаем вдохновляющий контент. Если вы мастерски монтируете видео, талантливо озвучиваете ролики или пишете захватывающие сценарии, мы будем рады принять вас в свои ряды. Напишите нашему телеграм-боту и давайте вместе раскрашивать мир яркими красками.